Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, доктор Каляр. Сейчас я регулирую технический момент и обязательно займемся сегодня медитацией. В каком плане? В веб-камеру надо подключаться. Это только компьютерная камера работает. Это я регулировал компьютерную камеру, поэтому пойдет. Вот так будет, да? Ага, звук слышно будет. Хорошо, все, да. Сейчас. Сейчас, подождите. Технический момент идет. 2 секунды. Мы регулируем. Буквально, что у вас было хорошо видно. Хорошо, все, договорились. Есть. Приветствую всем, дорогие друзья, с вами снова я, доктор Каляр. Если вам слышно нормально, то напишите на комментарии «да». Если не слышно, то я могу регулировать. Иногда непонятно бывает технически, сколько это получается. Сегодня один из практика, йогическая практика, самая мощнейшая практика есть, это 8 степень йога, да, аштанга-йога. Аштанга-йога, который есть, кратко напоминаю то, кто знает, не знает, еще раз. И, соответственно, мы придем на конкретную практику, его пользу, практика, чем полезна для нас может быть. Почему мы должны медитировать так именно, какие полезные свойства имеет. Полезные свойства имеет. Об этом будем прямо сейчас говорить. И
Спасибо, что комментировали слишком. Благодарю вам. А, Как говорится, повторение мат учения. Некоторые люди посмотрели эту практику, делали дома или делают каждый день. Всем я приветствую, естественно. Посмотреть еще один раз и делать это не мешает. Да, я прямо эфире, да. Ага, сейчас делаю. Угу. Значит, я попытаюсь регулировать. Простите. Так. Так, сейчас делаем все. Вот это лотос, вот это именно для траток, такой металлический, имеет сила для практика. Я хочу поближе показывать и регулирую все. Все видно будет вам. Примерно вот метр. Да? Метр расстояния.
Простите за технические неудобства. В любом случае, Татьяна, добрый вечер. Елена, добрый вечер. Обе Елена, Стрельникова и Фекутистова, и Лакшми тоже. Добрый вечер всем, кто в данный момент смотрит, и я их, если не вижу, тоже добрый вечер. Практика, медитация, которая есть, это 8 степень йога. Все йога параллельно. Людмила, добрый вечер. Благодарю вас, что присоединились. Значит, заключается, что такое медитация? Да? Так-то все слышали. Все слышали, это медитация, знаю, понимаю, мы все понимаем. На самом деле, это все не так. Осознавать медитацию и в глубине попасть в медитацию, это очень важно. Как говорится, просто жениться, а продолжительность жить с мужем, типа, да, и с женой, это долгий процесс, да, пристраивать отношения. Такое же дело медитация. Отношения, ваше внутренний мир и ваше действие для внутреннего мира. Понимаете? Это столько глубокий должно быть. Только тогда вы можете получить реальную пользу. Если поверхностно вы просто глаза закрыли, просто сидели на полном мудре, да, и как видите на интернете или компьютере, или всякие YouTube-каналы, это всего лишь наружная оболочка будет. И ничего не будете чувствовать, за счет этого вам будет тяжело, непонятно. И когда человек непонятно, то неинтересно остается. Когда понятно, то интересно остается. Я бы так и сказал. Что понятно было, это практика для внутреннего мира. Поэтому я бы сказал, что вы практиковали, надо быть серьезным в медитацию. В медитации серьезным быть в плане, прежде всего, успокаивать надо ум. Это тоже я объясню, как это делается. Это очень-очень сложный момент. Очень сложный момент в жизни успокаивать ум надо. Что вы на месте пришел, все ваши желания, все ваши действия, все ваше тот момент, да, в одном точке. Это важный момент бывает. Я хочу предварительно немножко некоторые вещи рассказывать, чтобы вы меня правильно поняли. Мы обязательно придем вот это все, которое вы видите, как воспользовать традиционно йогический подход, как мы учились, как мы занимались в детстве и сейчас. Все это вещи очень серьезно. Значит, смотрите, да, 8 ступенчатая йога или 8 часть йога, яма, ньяма, асана, пранаям, пратяхара, дхарна, дhyana и самадhi. Яма, ньяма, асана, пранаям, пратяхара, дхарана, дhyana, самадhi. Это аштанга йога. 8 часть йога. Это практически все параллельно идет. Нету такого достижения даже самадхи, даже просветления. Самый последний этап, так тоже невозможно говорить. Все перепутаются на этом. Все параллельно идет. Если вы выполняете первую, вторую степень, этика, правила, это уже приближается к вашим целям самадхи, просветления. А раньше, чем самадхи есть медитация, чем сегодня мы будем говорить. А раньше, чем самадхи, какой медитация, что есть концентрация. Видите? Степень, концентрация.
Концентрация или сосредоточение, об этом будем говорить сегодня. И о медитации будем говорить. И раньше, чем медитация, что есть пратьяхара, контроль над органом чувств. Без этого тоже концентрация медитации не получится. А раньше, чем пратьяхара, контроль над что есть? Пранаяма, дыхательное упражнение. Отношение к своему дыханию. А до этого что есть? Асана. А до этого что есть? Правила йогические. Потом есть только первый пункт – этика. Вот 8 часть йога. Как в теле каждая система должна работать. И каждая система друг друга должна уважать. Без этика, без правил йогических вы никогда не достигнете ни в одном пункте. Если достигли, то это будет как корочка, наружная оболочка. Не больше того. Да, кому-то мы это показывать, демонстрировать, да. Не понимающие, не обидя или обигна. Два слова есть на санскрите. Обидя слова не понимающие. Обигна слова не видящие. Слепой. Только демонстрация любит. Да? Когда человек не уверен в себя, что попытается делать? Показать. Чужое мнение важнее. Почему? Потому что ты сам не знаешь, кто ты, чем состоишь. Это очень важно для каждого человека. Я йога не только технически обучаю, да, или медитация, это содержание в жизни. Поэтому запоминайте, никогда не поддаются на демонстрацию. Показать себя сильно. Если вы уверены, вы знаете, вы понимаете любые вещи, это да, отношение к технологическому уровню йога, или жизни, или семейные отношения, или ваш бизнес, или всему дело. Вот доказать не нужно. Потому что вы просто есть. Это ваше содержание. Вы содержание. Как, если у вас палец кровь есть? Понимаете? Ну что будет? Если вы иголками колите, сразу кровь появится. А если нет, тоже иголками колите, ничего не выйдет. Это называется содержание себя. Имеет. Мы йоги, мы люди, мы все люди есть йоги в самом деле. Мы не сознаем, не действуем, не делаем. Не попытаемся. Поэтому так происходит. Поэтому сам процесс медитации столько глубокий, что мы смогли понимать, как медитировать. Об этом я хочу говорить. Да? То содержанность для себя должно быть. Терпение для себя должно быть. Если вы этика и правила соблюдаете, вы асана занимаете, видите, асана, третий пункт, видите? Вот асана, или полулотос, или лотос, да? Любой поз, который вы делаете. Все это асана. Это уже асана, третий пункт. Четвертый – пратьяхара. Контроль над органом чувств. Глаза, руки, ваше тело, физическое тело, ум, душа. Все направленное должно быть к медитации. Это ваше внутреннее отражение. Вы сколько критичны, вы сколько спокойны, вы как это будете делать, не будете делать, вы сколько минут будете держать, не держать. Любая медитация.
И определенные правила просто соблюдать надо. Физически делаем недолго заниматься должны, где-то мы долго должны заниматься. Это все другой момент. Теперь заключается, видите, пратьяхара. Кратко объясним, это очень большая тема. Потом речь идет концентрация, да? Через орган чувств это наши работники, помощники, глаза, нос, уха. Да? Все это должно быть концентрировано на ваша практика. Если сегодня трактат, на трактат. Если мантра медитация, то мантра медитация. Если что-то еще, то что-то еще. Если программа молчания, то программа молчания. Да? Это аскез. Это аскез заключается. Потом заключается, вот через концентрацию вы попадаете в медитацию. Концентрация дает растворение. Чем больше вы концентрированы, лин, билин, в санскрите есть слово есть самое интересное. Лин, билин. Билин слово в санскрите, когда вы полностью растворяетесь. Полностью растворены. Лин, билин. Полностью я растворен в этом медитации. Кроме этого, я ни левый, ни правый, ничего не вижу. Мне больше ничего не надо. Когда слово вы поймете, ничего не надо, представите, интересное слово. Это вроде сантош. Удовлетворенность. Сразу достигайте. Такой великий подарок для себя. Сантош. А сантош один из пунктов яма-яма есть. Йог всегда должен быть удовлетворенный, сантош. Это должно быть истинное. Поэтому вот сантош, где получаете, только начинаете медитацию, если вы полностью концентрируетесь, сразу вы начинаете получить удовлетворение. И открываются возможности внутренние. Вот это называется растворение, и свет внутренний, и звук внутренний вы начинаете видеть. Это 8-й степень йога, или 8-я часть йога, которая есть, да? Об этом идет речь. Просветление. Свет и звук, это над-йога называется, над-йога. Кому нужна музыка наружная, знаете? У кого не хватает музыка внутренняя. А что такое музыка? Музыка – это ритм жизни. Ритм жизни. Если у кого внутренний есть ритм жизни, то наружная музыка меньше значения имеет. Об этом идет речь. Йога такой глубокий вещь, медитация такой глубокий вещь. Обязательно занимайтесь. Я простую вещь расскажу. Как начинать медитация. Сегодня первое занятие в YouTube, поэтому тоже важно сказать. Практикующие мои ученики, им благодарю, что смотрят сегодня. Они знают. Но тот, кто не видели, не делали, они тоже повторяют. У йога что должно быть? Минимальная вещь, да? Коврик. Посмотрите в Индию. Это коврик, слово не обязательно такой коврик. Да? Что-нибудь, которое постелить и заниматься. А если нет, то нет, ничего не страшно. До того доходит дело в нашем практике. Коврик. Один угол делайте дома, где каждый день будете заниматься йогой. Это очень полезно. Умоленное место будет для вас. Энергетик хорошо держит. Где вы делаете садхана, аскез, практика каждый день.
Это вы. Это ваше место. Это место силы ваша. Поэтому нужно делать. Следующий этап заключается в руки, ноги мыть, лицо мыть перед медитацией в обязательном порядке. В обязательном порядке делать надо это. Если не делаете, вы не можете достигаться определенный результат. Третье, это следующий этап заключается, когда вы это все делали, вы сидите и начинаете концентрировать на себя. Знаете, для того, чтобы концентрировать, если у вас есть гуру-мантра, вы повторяете гуру-мантра, от гуру получили мощнейшая мантра, сразу от представления вам успокаивает. Мантра. Гуру – это муль, муль – это мантра, мантра – это девати, девати – это сиддhi. Есть такой Маханирван тантра. Маханирван тантра. Там написано, гуру – это муль, муль – это мантра, мантра – это девати. Значит, если нет, то вы просто можете повторять мантру. Таким образом, успокаивайте себя. Уже, если вы сейчас делали, будете меня почувствовать, что происходит с вами. Поэтому уже вы успокоились, у вас появилась концентрация. Теперь я расскажу о технике тратака, как это делается, как правильно делать тратак, медитация. Значит, вот свечи горит, свечи-то везде горит, в ресторане тоже горит, дома тоже горит, везде люди сжигают свечи, да. Как правильно пользоваться свечи, да? Вот видите, красный свет я выбрал. Красный свет – это тантрический свет, который пробуждает у вас энергию. Пробуждает у вас энергию. Поэтому я красный свет беру. Вот желтый свет, видите, тоже свет духа или солнечный свет дает энергию, жизни, динамика. Вот такой свечи берете. Как поставить свечи? Какое расстояние требуется? Значит, расстояние для траток, это практика траток называется, один вид очищения, какие пользы приносит, потом я расскажу. Один метр или 1,5 метра от себя должно быть. Это на 1 метр расстояние находится. Сейчас, как я поставлю свечи перед вас, начало наша программа в таком плане. Значит, это метр или 1,5
Два вида траток бывает. Один вид траток на свече смотрится. Если на свече посмотреть или на такой, вот это вид, клиновый паян есть, где петли есть, сюда масло можно положить. Вот. И еще можно дополнять масло, конечно. И сжигайте. Можете посмотреть на план. То есть, что давно-давно древние люди так практиковали, потому что свечи это один из модификаций, да, свечи раньше не было давно-давно. Поэтому вот вы можете даже такой натуральный вещи пользоваться. Нету свечи, можете пользоваться. Это выбор ваш. Чем это расстояние это одно, теперь речь идет о высоте. Да? Свечи должны быть на высоте, на уровне глаз. На уровне глаз. Всегда. Свечи план именно должно доходить на уровне глаз. Это будет правильно на вашем практике. Поэтому тратать именно так поставить надо. Организовать своего дома, практика таким образом. Теперь речь идет, это первый вид и один из популярных видов траток. Так делается. Так, давайте лотос поближе положим. Так. Значит, следующий вид траток тоже очень простой. Я уже приготовил. Вы можете дома приготовить. Вот А4 формат. Чистая бумага берете. Рисуете в середине. Красный или черный цвет маркером. Кругленький, конечно. Да? Не так прямо видно, но здесь, на самом деле, приблизительно кругленький есть. Его можете поклеить на стенку. На уровне глаз, опять, чтобы это видно было вам. Красный цвет на уровне глаз, таким образом. Поклейте. И можете делать траток. Вот два вида траток в основном есть. Приветствую. Рам. Значит, вот два вида траток есть. Первый вид траток тоже можете пользоваться на свече, второй вид таким образом. Поэтому йог всегда может обходиться минимальными вещах, не нуждается много чего. Сейчас посмотрим дальше. Как делаем траток, да? Значит, если у вас дома есть возможности, вы подключитесь, делайте. Сейчас, прямо сейчас делайте параллельно. И на комментарии можете написать. Я не спешу, я спокойно покажу, расскажу. И поделимся с ощущением вашим. Таким образом, мы можем делать практику. И какие вопросы будут у вас, тоже напишите. Я стараюсь почитать. Значит, смотрите, сейчас я... Так. Сейчас еще раз некоторые вещи скажу. Значит, когда мы сейчас, я свет буду выключить, какое-то время, и все видно будет, надеюсь, и если не будет, то тоже я включу тогда это, потому что мы просто на прямом эфире находимся, поэтому технические возможности будем смотреть, естественно. То есть, что я хотел сказать. Задача чем заключается, когда мы медитируем на свечи?
Вот видите плавность. Сам огонь считается высшей силой. Все грязь, грехи, сложности, печаль, все сжигает. Когда устраняется негативность, только тогда появится позитивность. Имея негатив, никогда позитив не может появиться. Всегда запомните, чтобы создать новый дом, новый фундамент нужно. На старом фунде, кто создает новый дом, это старый дом не считается. Я бы так и сказал. Это не может быть новый дом. Потому что азбука тоже должен быть новый. Азбука тоже должна быть новой. Поэтому сейчас ваша задача, и моя задача, естественно, моя задача, это посмотреть на свечи, только на свечи, пока слез не появится в глаз. Пока слез не появится в глаз. Как слезы появятся у вас в глаз? Вы будете моргать. Раз, два, три. Сейчас слез выйдет, немножко слез будет, чуть больше слез будет. Ничего не страшного. Вытерите глаз чуть-чуть, если у вас будет какие-то салфетки, тоже вопросов нет. И придете вы в себя, один цикл, тракер. Таким образом, закончим. Я включу свет, обсудим с вами. Напишите на комментарии активно, что я видел, что вы реально делали, не делали, тоже не важно. Да? Как получается? Если что-нибудь вопрос будет. Таким образом мы делаем тракер. И потом второй цикл попытаемся делать, если получится, вместе с вами. И делаем. Дальше еще, я думаю, интересные вещи расскажу. Потому что, видите, лотос есть рядом. Почему я сказал? Интересные вещи расскажу. Напомните меня, если я забыл. Вы на линии находитесь, напишите меня, если что. Сейчас я свет выключаю, мы вместе медитируем. Если совсем не видно, если что-то напишите комментарий, попытаюсь свет включить, или что-нибудь придумаю. Вы сидите на вот простой пост, который вы смогли сидеть. Вы смотрите на свечи. Без очки можете смотреть, если нет, то на очки, кто как. У кого какая проблема есть, от этого много зависит. Сейчас я попробую, простите. Освещение. Леша, освещение выключите, я попробую. Здесь? Да, попробуем. Сейчас поставлю.
Вот слез появилась у меня в глаз. Я закрыл. Сейчас я свет включу. Вот таким образом слез появится. И моете вытереть. Задаться траток заключается вот план, который есть. Там 3 вида энергии есть. Самая важнейшая энергия аума. Да? Аума. Аума. А отвечает за Брахма. Креативность. Креативная энергия. Каждому нужно. Если ты не креативный, ты не можешь прогресс делать в жизни. Не можешь развитие делать. Не можешь самореализацию делать. Поэтому нужно эту энергию всегда на подъеме держать. Это двигатель вашей жизни, креативность. Всегда обновлять, всегда апдейт делать надо себя. На новом уровне поднимать. Сам свой рекорд. Выбирать и новый рекорд поставить. Это есть креативная энергия. Брахма, Брахма, Брахма. Вот энергию Брахма надо поднимать. Брахман – это голова. А Брахма – энергия. Брахман – это голова. Брахма – это энергия. Креативная. Потом заключается управляющая энергия. У – это управляющая энергия. Видите, как интересно. У – это энергия Вишну. Это динамика, это огонь, это более оперативные. Если создательные энергии были стратегические энергии, то это была оперативная энергия. Как оперативный директор бывает в фирме, и бывает стратегия, хозяин создает. Да? Оперативный директор фирмы управляет, текущий вопрос решает, да? Как Макурика, что делать, исполняет и так далее, контролирует. Такую вещь. И третье есть Аума, Махеш. Махеш – это синоним Шива. У Шива 1000 имен. Один из имен Шива. Махеш, Махеш. Хе Махеш, Хе Махеш. Смотрите, какую энергию имеет слово Махеш. Хе Махеш, Хе Махеш. Слово имеет энергию. Хе Вишну, Хе Вишну. Видите, какой энергией имеет управляющий. Хе Брахма, Хе Брахма, Хе Брахма. Креативная энергия. Стратегические энергии. Если вы хороший менеджер или менеджмент занимаете, то вам нужно видеть все 3 вида энергии в вашем бизнесе, в вашем семье, в вашем теле. Баланс держать. Поэтому медитация нужна. Каждый успешный люди сейчас мировой, которые бизнесом занимаются, на высоте находятся финансовые. Они медитацией занимаются каждое утро. Потому что когда вы приходите на исходном положении, в истинном положении, тогда только вы начинаете оперативную работу делать, креативную работу делать и так далее. Если нет, вы не можете делать. Абсолютно. Когда у вас ум груждено, то как вы можете четко попасть в чем? Никак. Никак. Поэтому практикой занимайтесь. Это чем полезнее может быть. Да? Вот видите, свет, который есть, Брахма, Вишну, Махеш. Синий, светлый и
красный свет. 3 вида света есть там. Светлый свет отвечает за Брахма или креативную энергию, и огонь, который вы видите. Светлый свет, который есть. Красный свет отвечает за управление. Как в теле есть красная кровь, отвечает за нашу энергию. Чем больше красной крови, хорошо, анемия нету, типа такой динамика, буст энергии. Больше энергии. Чем синяя, еще и синяя энергия отвечает за очищение. 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 Каким образом? Каким образом? То вот 3 вида энергии вы видите. 3 высшие силы видите. Это отражение вашей души. И все это 3 энергии, когда вы будете долго практиковать, как единое остается. Круг такой, светло. Это дойдет до этого точка, ваш результат должен дойти через ежедневную практику. Вот таким образом вы делаете траток утром и вечером. 2 раза в день можно делать. Почему нужно делать траток? Я вам сейчас расскажу. Утром, когда можно делать, вечером, когда можно делать, об этом расскажу. Значит, утром делайте сначала, как обычно, динчарья. Йог начинается динчарья или ежедневный рутин. Другому скажем, на санскрите начали динчарья. Видите, дин. Дин слово дин. По-русски и на санскрите. Чарья, значит, как ты пойдешь, маршрут. Динчарья, маршрут. Ежедневный маршрут. Такой четкий маршрут требуется, когда ты четко попадаешь в свой успех. В свой успех. Вот динчарья, который есть, начинается с утра. Между 3 до 6 утра. Видите? 3 до 6 утра это Брахма Мухурт. Только что сказал слово Брахма. Брахма Мухурт. Брахма слово Брахма. Мухурт слово время. Брахма Мухурт. То Брахма Мухурт, когда вы проснетесь, самый свежий воздух, самый свежий огонь, самый свежий у вас все панчамахабхут. Это отдельно, тоже один раз мы придем к этому прямой эфир, что такое панчамахабхут, что такое 5 элемент, как мы созданы, об этом буду рассказывать. Если вам это интересно, будет тоже, можете написать на комментарии. И эта лекция, это прямой эфир тоже будем вести. Значит, будет утром проснули, между 3 до 5 утра, 3 до 6 утра это Брахма Мухурт надевается. Потом, естественно, туалет ходить, зуб чистить, да, язык надо чистить, джив содан надевается. Какие виды очищения есть, об этом тоже отдельно потом поговорим, но не сегодня. Пока кратко расскажу, по тематику будем. Постепенно будете на прямом эфире и послушайте, больше знания будет. Значит, язык почистите, потом что делать? Небо почистить. Которые никто не делает, как обычно. А некоторые вообще первый смысл, наверное. После этого промывайте нос, промывайте глаза. Видите, глаза промывать. Промывать нос, я сказал.
что дыхание вы в свете, когда вы медитируете. Промывайте глаза. Все эти очистительные процедуры, это кратко рассказывал, там долгое объяснение есть, делали. Вы упражнения занимаете хатха-йога, дыхательные упражнения занимаете. Тогда приступите на медитацию. Так. Вот тогда будет тратом делать. Это будет очень-очень мощнейшей энергии получите. Нет, вдруг вы физически зарядка не способен делать, потому что разные болезни есть, разные обстоятельства есть. Но после 7 видов очищения или краткие очищения, то, что можете позволять, то, что знаете делать. А как я расскажу в следующий раз, на следующей программе, Адинчарья, ежедневный рутин. Напишите это вам, если нужно, на комментарий, то я делаю это лекцию. Тогда обязательно, не пропуская, все процедуры делайте. И постепенно смотрите, какой результат. И поделимся с опытом с вами вместе. Теперь речь идет, вот утренняя практика, траток делали, закончили. И вечером, после ужина делайте. После ужина. После ужина траток на баджрашане можете делать. Вот, баджрашан. Поза алмаз. Видите, все японские сидит на алмазе поз. Все в Индии сидит на поз лотоса или полулотоса и поз алмаза. Поз баджра. Баджра – это мифическое оружие Индра. Мифическое оружие Индра – это баджра, называется, где могущая энергия есть. Мифические энергии есть, где потенциальная энергия есть, где эфирная энергия есть, где недооцененная энергия есть. Такой мощнейший поз – это баджра, или оружие Индра. Бог Чари – это Индра. У него есть это оружие, там, мифическое оружие. Индра – это баджра называется. Вот баджрасана. Баджрасана. Чем полезнее? Слушайте внимательно. Баджрасана. Баджра – асана. Асана – это поз. Люди думают, когда мы динамически что-то делаем, только тогда пользу получаем нам. У нас ум блуждается. Все время хотим. Кто-то развлекал меня, кто-то развлекал. То ли динамические упражнения, то ли музыка, то ли учитель, когда приятный учитель. Музыка, то приятная музыка. Упражнения, если вам скачивает туда-сюда, тогда приятно. Нет, не делайте. Делайте баджрашана. Баджрашана. Все японские сидят на баджрашане. Вовремя обед, вовремя ужин, вовремя завтрак. Представьте, какую мудрая традиция заложена. Кто может каждый день сидеть на баджрашане, разве у него может быть проблема с голеностопный сустав, коленный сустав, тазобедренный сустав, артроз, коксоартроз или какой-то спиннеллез в спине? Может быть? Нет. Потому что полный сустав работает. Полностью функция сустава выполнена. В естественном положении держится. 3 раза в день проверяет свой сустав, получается. Представьте, какой проверка. Автоматически проверка. Потому что рутин поставлен правильно, ежедневный рутин. Это называется настоящий йога.
Каждая вещь у тебя поставлена как часы. Это ваджрасана. Ваджрасана. Сильный, могущий, как железо. Поставлено все хорошо. Вот ваджрасана. В этом ваджрасане поз вы сидите после ужина. Почему не сказал другой поз? То поз бред не может принести, естественно. Поз лотос, полулотос, да, сидхасана, свастикасана, то поз, они бред не приносят после ужина. Или после обеда, если сидите. Но эта поз сразу начинается работать на манипур чакра. На манипур чакре начинается. Вот манипур чакра находится на уровне пупка. Желудок, другие части, рядом печень, рядом селезенка, естественно. Огонь динамика, пачак питта, который есть, пачак питта, который фермент вырабатывается для пищеварения, переваривания, высасывания. Работает. Поэтому вот это поз очень важно. Ваджрасана. Единственный поз, который можно делать после завтрака, после обеда, после ужина. Полезно будет. Другие не рекомендуются. Представьте, какой мудрость есть при ваджрасане. Поэтому в этом позе вы можете делать так, если после ужина. Конечно, не сразу. Через полчаса, через час, когда немножко легче чувствуете. Почему после ужина слово сказал? Потому что между сна и ужином всегда люди часто меньше времени держатся. Ужинал, что-то делал и спать нужно. Потому что день насыщенный, рабочий день большой, устает. Но это поз, эта практика можете после усталости. Почему? Сейчас расскажу. Это снимает усталость моментально. Почему? Потому что, видите, рhodopsin работает на свечи и стресс снимает. Обновляет энергию. Энергетический обмен веществ начинается пульсация. Такой натуральный, яркий свет. Видите, почему я красный одеваю? Это энергия пробуждает. Также вот этот красный свет, красный пламя нам дает энергию. Вечную, управляющую, успокаивающую, расслабляющую. Поэтому уже в ресторане свечи находятся. Когда вечеринки такой, как называется это, у кого-то свидание, у кого-то что-то, разные ужин, разные спокойствия в ресторане. Свечи это атмосфера создает. Нежность, любовь, вера, преданность. Представьте, азбука, фундамент. Фундамент дает энергетический и готовит вам к сну, если вы ночью, вечером занимаете. А если вы утром занимаете, пробуждает энергии, покой дает, что вы смогли концентрироваться на работе. Это увеличивается концентрация на работе, если утром занимаете. А вечером то сон нормализовать. Поэтому занимайтесь вечером, утром и вечером, как удобно. Главное, вы делаете расписание, чек-лист. С утра вы чем занимались, вечером что занимались, и что не занимались. Почему не успели? И напишите, пожалуйста,
Поделимся своим опытом. Я сам занимаюсь. Я скажу, что происходит со мной, а что происходит у вас. Насколько правильном пути находимся. Когда занимаемся, опыт будет практически одинаковый. Чем заключается практикующий йогу? Ты просто что-то делаешь так просто, да? У вас внутренний мир, внутреннее состояние, когда ученик или другие человек, который занимает, да, постепенно поднимается. И одинаковое ощущение, одинаковое достижение происходит. Почему я говорю, вы мне напишите на комментарии. Что связывало? Мы не зря потеряли время наше. Это час, это очень ценно. Все можно купить, только время невозможно купить. То, что прошло. И здоровье невозможно купить. Я бы так и сказал. Поэтому обязательно делайте. Утром и вечером. Не успевайте. Причина ищите, не успевайте. Объективные причины или не объективные. Честно поступайте к себе. Уважайте себя. Если вы честно не поступили к себе, не может быть у вас здоровья. Фальшивая причина, неуважительная причина не может быть, даст вам здоровье, понимаете? Поэтому занимайтесь честно от себя. Медитация, здоровый образ жизни, упражнения. Я приду с программой, когда вы будете заниматься. Вчера тоже была программа, прямой эфир, который вы можете смотреть. И стараюсь, завтра была программа. Следите наши новости на нашем сайте. Помещение, которое у вас появится. Присоединитесь. Вот таким образом. Вам будет очень полезно, когда вы делаете только один практик, хотя бы на свете медитация. Медитация, разные медитации есть. Постепенно мы это заниматься будем с вами. Вот видите, я на возрасте сидел так долго, да? Это о чем идет речь? Показывает ваша молодость. Вы хотите быть молодым? Вы хотите быть красивым? А что такое красота? Это ваша нежность, ваше обаяние, ваша энергия из внутренних выходит. Ваша все суставы работают при превосходном состоянии. Это ваша молодость. Ваша рабочая способность – это ваша молодость. Ваш ум, ваше сознание чистое. Самая большая молодость, когда сознание чистое, незаразленное. Я бы сказал. Поэтому обязательно занимайтесь практикой. Еще я бы сказал, практика траток, когда вы делаете, если есть рядом какой-то энергетически ценный вещь, почему это лотос символ показывал, да? Все знают очень большое слово лотос. Это символ любовь, вера, преданность. У нас один прямой эфир будет посвящен этому. И что такое абсолютная любовь? И что такое настоящая любовь? Что такое относительная любовь? Что такое любовь, в конце концов? 1000 мелодий мы слушаем, 1000 фильмов мы смотрим о любви. Много партнер меняет. Кто-то тантра занимает, а тантра занимает. Да? Но достигли ли реальной, абсолютной любовь?
божественной силе. Если вам эта тема интересна, напишите на комментарии, что вы один из прямой эфир с вами был на этом теме. Мы обсуждали реальную тему, актуальный вопрос для нас, для каждого человека. Это вопрос раньше были, сейчас есть и после моей жизни будет. Потому что любовь не умирает никогда. Поэтому это очень актуальная тема для каждого человечества, скажем. Если у вас какой-то вопрос есть, можете написать сейчас, я попытаюсь отвечать. Если нет, то я бы сказал, вам всем желаю хорошее время при самоизоляции, да? И я пока не заканчиваю, еще я есть с вами самоизоляция, потому что вы можете загрузить позитивную программу, как практика, йога, медитация, пранаям, и вы несчастливые частицы свои счастливые можете делать. Теперь. Сейчас мы с вами вторую часть траток делаем. Траток делаем на свет, включенный свет. Посмотрите. И вы делаете, и я делаю. Как вы осуществляете, напишите на комментариях, я прочитаю. Можем поделиться, наверняка вы уже примерно готовы, а кто не были готовы даже. Практика йога всегда приятна, всегда интересна. Когда ты что-то любишь, значит ты любишь. А йога, если ты любишь, значит ты любишь. Там нету передела, просто делаешь. Сейчас делаем так. Еще раз на свет, чтобы вам видно было, когда было темно. Ну, конечно, дома делайте на темно, это будет правильно, да? Если раз повторяете, это вам даст покой, вы придете в себя, тогда начинаете тракать. Это будет лучше, да, качество выполнения. Поэтому. Почему поклонение вверх и вниз? Да? Интересно, вверх
верховная душа, великая душа, его вы приветствуете. Вниз, без сердца, на уровне сердца, который ваша диватма, живой душа находится, вы приветствуете. Прежде всего начинать практика. Благословит вам. И вы начинаете практика впереди на божественном потоке, который вам поможет открывать ваш внутренний мир, свет, звук внутри. После траток еще какие пользы могут траток принести, еще кое-что скажу, которое не рассказывал. Знаете, то, что не досказал, скажем, да. Сейчас делайте траток. Я делаю траток. Я делал, видите, режут глаза. Один из реакций. Луч очищает нас. Луч очищает нас. Это свет очищает нас. Депрессия убирает. Психоз убирает, который сейчас каждому нужно заниматься. Когда мы на самоизоляции находимся, и попадает депрессия, и скучно, тоска. Это все негативный гормон вырабатывается. Бессонница, дисбаланс гормональный происходит. Гипотонические болезни снимать будут, потому что когда вы смотрите на свечи, ум успокаивается, а нерв дает позитивные реакции, покой, нераздраженный. У вас семейные отношения будут другие, потому что голос меняется, интонация меняется, плавность появится в голосе, а голос отвечает без шуточек. Язык враг. Если ваш язык неправильно двигается, перед вашим деловой партнер или дома, или с мужем, перед мужем, перед женой, перед друзьями, перед родственниками, энергетический конфликт происходит. Один траток, один медитация могут дать такую пользу вам. Потому что вы находитесь на состоянии нирваны, удовлетворенный, покой, позитивный гармония, взгляд меняется у вас. Попадаете в другом состоянии, необычный, приятный. Много болезней профилактика делает. Медитация вырабатывает позитивный гормон, эндорфин, серотонин, который гормон счастья. Так как опиидная группа, которая есть, он дает блаженство. Анандамай. Анандамай. Ананда слово есть нирвана на санскрите. Мои слова есть. Состояние нирвана. Анандамай, анандамай, анандамай. Анандамай, анандамай, анандамай. Без состояния блаженства, без состояния блаженства, без состояния блаженства. И что мы ищем?
Мы всегда ищем какой-то ритм, где мне всегда было хорошо, всегда мне было приятно, всегда я был растворен в тот ритм. И больше ничего не хочу думать. Это ритм называется нирвана. Мистические энергии, которые у вас каждого есть. Пробуждайте это. Через практику медитации. Через деревню практика медитации. Анандмай, Анандмай, Анандмай. Вот позитивный гормон, когда вырабатывает, негативный гормон места не имеет. То тоска, то скучно, то страх, тревоги сегодня с ним, которые присутствуют у людей. Как завтра что будет, как бизнес будет работать, как работу сохранить будут или нет. Или когда откроет вам дорогу в наружный мир. Вам не нужно много. Абсолютно не нужно. Вы так свободны. Вы свободны на своем пространстве. Где вы находитесь, там и свободны. Там и вы двигаете, ваша душа двигает. Вы создали свой мир на 4 стенки. Вам зачем куда-то надо выходить? Зачем? Вы насыщены для себя. Почему йоги Индии под деревом сидит годами, да, 100 лет чаван йог, который медитировал? Почему? Потому что он был насыщен для себя. Насыщен для себя. Он владел держать себя. И мы можем. Сейчас время, когда самоизоляция есть, самообладание имеет. Быть в себя. Такой могучая практика вы можете делать. Это есть медитация, которая иммунитет поднимет, когда позитивный гормон работает. Представьте, все иммунитет радостный, счастливый, подъемный, без стресса. Вызов принимает в сердце наш иммунитет. Да, мы готовы к силе и гармоничны. Это же высшая сила. Раз сейчас инфекция попала из высшей силы, его устранение тоже лекарства есть только через высшую силу. Это есть медитация. Это есть садхана. Это есть аскез. Когда вам никто не нужен рядом. Это ваша личная. Практика это ваша личная. Это медитация. Я когда занимаю йогой, я перед никого не занимаюсь йогой. Самое интересное вещь. Йога всегда считается, когда ты, конечно, учиться это надо, когда перед гуру учиться люди, все это делается. Когда ты уже владелец, имеешь это вещи. Какие-то практика есть такие сакральные, да, или гопния называется. Гопния на санскрите. Которые ты один в один делаешь. То ученики, которые практикуют гуру мантра, тоже один в один делают. Муж не знает, жена не знает, муж это практика. Это не значит, они плохие практики занимаются, поэтому не знают. Потому что наименьшая сила имеет во время медитации. Могущественная сила держит. Поэтому вы чем один, тем лучше.
Это ваше личное пространство, где вы будете личная практика делать. И ваше состояние самое богатое будет, самое сильное будет, самое блаженное будет, самое счастливое, самое радостное будет. Сейчас в мире Америка, в каждом из стран, я бы сказал, где не был, в Индию, Непале, везде нужно садхана. Если человек не заблуждает свой ум, мало пропусков нужно, мало чего нужно, я не говорю, не нужно. Спокойно может дома заниматься. Это дисциплина, самоограничение. Это тапасья, это аскез. И чем-то заниматься. А не знаешь, чем заниматься, то как будешь заниматься? Поэтому ум блуждается, когда можно выйти из дома. На улице что-то будет. Я понимаю о работе, о финансах, о развитии. Всегда нельзя быть на таком потоке, я понимаю. Но все-таки, если это в практике, в рационе были у человека, или ежедневной рутине, то сейчас люди не пришло бы столько трудностей держать, депрессия попасть, и скучное иметь время. Или телевизор даже много смотреть, или какие-то каналы сидите смотреть. Я бы сказал, потому что в медитация, в йога вы можете длительное время проводить. 21 день, 30 дней, месяц, год, сколько хотите. Хотим, это тоже могущественное желание. Я это хочу. Я хочу один день в медитации, или каждый день в медитации, или 1 час, или 8 часов. Видите? Когда у вас гармоничное состояние, вы хотите. Если нет гармоничного, не хотите. Хотичность, энергетическая хотичность появится. Это надо убирать. Позитивная энергия, позитивная садхана, позитивная энергия вам даст позитивное здоровье, позитивное настроение. Вас любит, когда вы позитивные, когда вы капризничаете, когда у вас аура меняется, когда вы раздраженные, то вас самый любимый человек может не любить. Что вы знали? Это закономерность. Поэтому сегодняшняя практика медитация важна, тем более сегодняшний день. Сегодняшняя практика для сегодняшний день, а не такое мировое время, когда мы живем. И большинство людей не знает дома, чем заняться. Кроме, понятно, готовка, кушать, стирки, бытовых вещах, я понимаю. Остальное время чем заниматься? Оказалось, видите, йога идет вперед сейчас. Очень популярно станет. Потому что спасение, там методы спасения человечества. Там методы спасения. Есть вопрос, то есть ответ. Есть болезни, то есть лечение. Если появилось такое время, то нам подготовили. Видите, раньше, когда я йогой занимался в детстве, то йога не был популярной так. Я занимался собственным желанием. А сейчас люди друг друга смотрят, телеканалы смотрят, или что-то смотрят. Информационное поле очень большое, поэтому занимается йога. Потому что как про вирус, да? Все знают. Каждый человек произносит одно и то же вирус. Йога популярная стали для спасения такой
И такие время, если опять придет в мире, тоже уничтожаться будет негативное время. Несчастливое время к счастливому времени конвертировать. Очистить. Слово, видите, очистить. Как вода очищает грязный пол, грязная стена, грязный посуд. Ваша медитация, ваша практика очищает все инфекции, все загрязнения. В уме, которое есть, или в душе появилось какое-то загрязнение, негативность о ком-то, о чем-то, печаль, все убирает. И создается новый фундамент. Чистота, новый горизонт, новой жизни, сияние. Ваша жизнь начинается с сияния. Это есть благостной жизни, саттвичной жизни, саттва. Свет открывается, как я вам сказал, начало занятия. Видите, как приятно смотреть. Это свете сам себя нам дает много энергии. Всего один движение мое. Я сжигал всего. И сколько мне счастья, радости, блаженства дает. Чистит мое пространство. Такое же дело для вас. Занимая практикой медитации, вы каждый день очищаете, каждый день дезинфектируете свое сердце, свою душу, свой ум. В нашем голове, в нашем сердце столько загрязнения есть. Как микробиолог или врач говорит, триллионов вирусов в нашем ухе, нос, глаза, руки находится. Так, что такое вирус? Вирус это не мертвый, не живой, или мертвый и живой, обе характеристика имеет. Поэтому это вирус. Одушевленный и неодушевленный – это вирус. Его невозможно убивать, но вирус никто не убивал. Потому что имеет двояк. Это называется Адвайта-йога, такое понятие есть. Видите, откуда появилось это? Адвайта, два. Два йога. Дуэльный мир. Адвайта йога. Адвайта йога. Адвайта это единственная йога, единственный путь. А адвайта это дуэльный. Дуэльная философия, которая есть, или двояка, или двойная, как я скажу, это, видите, вирус имеет позитив и негатив. Душевленный, одушевленный, мертвый и живой. Представьте. Поэтому не возьму. А такой вирус в голове, который у нас есть, в душе, который у нас есть, каждый день нам убивает. Наша смерть происходит ежесекундно. Моральная смерть – это самая большая смерть. Когда мы не живем счастливы, блаженны. Почему йога занимает? Йога занимает. Подумайте, йога занимает. Потому что знает суть блаженства. Каждый день, как миллион лет жил, 1000 лет жил, каждое мгновение, как будто 1000 лет жил. Для этого йога занимается. Как богатые люди время покупают. А как покупают время? Да, допустим, Amazon, у него много тысяч сотрудников есть. Он оплачивает зарплату и увеличивается 80 рабочий день. Зависит его ученик, если я не помню точно цифра. Допустим, 8 тысяч у них сотрудники, умножить на 8 часов. Вот. Также йог – это древнейшая практика.
через свою ментальную энергию, свою практику, счастье умножаешь, блаженство умножаешь, и ты богатый человек. Ты самый богатый человек в мире, самый счастливый человек. Богатство для чего? Для счастья, для блаженства. Нужды выполнять. Для этого финансовое богатство требуется. А если вы это на этом же месте, прямо сейчас, как называется, да, результат на глаза, получили, то что остается у вас? Вы самый богатый человек. В богатстве нету параметров. Сколько миллиард зарабатывал, только тогда ты богатый. Нету такой понятия. Всегда есть богаче тебя кто-то может быть. И он богатый всех. Опять ты можешь опережать. Поэтому это бесконечный процесс. Бесконечный процесс. Зато, если вы занимаетесь медитацией, это вы свой рекорд сам вставляете следующее. После одного блаженства еще блаженство, еще блаженство, еще блаженство. Это все гармонично, не хаотично. Нету сравнения, нету соперничества, нету раздражения внутри. Что я мало получил блаженства, я мало счастливый. Потому что вы сам креативность занимаете, открываете свой внутренний мир, генерируете энергию и пользуете этот продукт блаженства, счастья, нирвана. Так сказать. Это путь к счастью, путь к блаженству. Поэтому медитация, каждый успешный человек даже оставил на своем рационе. Любой книги сейчас о успехе читайте, о развитии читайте, без медитации не успеете. Медитация – это самосозерцание. Сам себя заглянуть, кто я. Почему я сегодня, если плохой или хороший? Как говорят, сегодняшняя ситуация, которая я есть, то ли бедный, то ли богатый, то ли больной, то ли давление, то ли диабет, да, то ли что-нибудь, да, или больной, или не больной, или блаженный, не блаженный, то это мы заслужили. Замужем, не замужем, женат, не женат, в разводе, не разводе, что угодно, да? Или сейчас в мире самоизоляция, тоже мы заслужили. Мы дали повод на попасть на самоизоляцию. Но я йог, я мудрец, то я это в несчастливое время тоже делаю счастливое и уничтожаю все барьеры мира. Эта задача у нас должна быть. У нас должно быть. Мы каждый человек, если самодисциплину держим, то как будет вирус распространяться? Даже мы такой мелкий вирусом не можем контролировать. А мы себя говорим человек. Человек. И вирусом, простейший, да, вирус считается. И высшее создание нам дал ум и мудрость. Наука и супернаука – это йога. И мы не можем контролировать себя. Видите, руки мыть, самоизоляция, купаться, и все это в йоге есть. Без этого не начинается йога никуда. Шоуч наливается, шоуч. Шоуч, читайте, яма, нема, этика, правила. Наружное очищение, внутреннее очищение. Наружное очищение, внутреннее очищение. Пока внутреннее очищение нет, наружное очищение ничем не поможет. Потому что у вас нет программы позитивной. Внутреннее очищение, если нет, наружное очищение не поможет. Будет часто выйти ошибаться.
потому что ваша стратегия плохая. Поэтому оперативность, исполнительность будет плохой. Для этого хорошая стратегия требуется. Это есть внутреннее очищение, внутренняя программа. Для йоги давно написано лечение вируса. Это вообще не проблема лечить вирус. А как лечить? Вообще не поддастся к вирусу. И так ограничишь его, как бы даже сетка положил вирус. Кто-то один человек ошибся, заразился, тот же место можно было изолировать. И закончили бы. Не весь мир на изоляции не нужно. Я бы сказал. В сегодняшнее время, которое люди считают тяжелым, есть столько новостей, столько сложностей, столько моральных. Да, сейчас один врач, да, я сказал, да, допустим, сейчас люди могут болеть не только физически, психически могут болеть при самоизоляции. Сказал правильно, потому что не умеет управлять своей энергией. Энергия-то вырабатывается, а куда тратить, как тратить, это навыка никогда не попытался учиться. Которые в медитации, в йоге, есть пранаям, дыхательные упражнения, да, философический аспект йога. Ментальные упражнения, физические упражнения, освобождение себя поможет вам. Поэтому, дорогие друзья, я вас всех люблю. И занимайте медитацией, занимайте йога. У нас есть йога онлайн. Я веду занятия, индивидуальные, групповые занятия. Также есть другие наши инструктора ведут занятия онлайн сейчас. Онлайн-консультации я веду по дороге. Также у нас интернет-магазин есть, который работает, и сама доставка есть безопасной. Все для вас есть. То есть, попытаюсь делать лучше этот мир, и мы, каждый человек должен к этому стремиться, чтобы помочь другим. Когда мы помогаем другим, это создается наше поле, наше оститство. Оститство – это наше существование. А когда только мы для себя делаем и не учитываем интерес нашего общества, то мы сам себя уничтожаем. Потому что эгоист не видит свое, как сказать, слепой останется, да, эгоист. Он больше, чем ненужный уверенный, скажем, да? Есть передел уверен быть, конечно, уверен должен быть, да? Не нужно столько уверен быть. Поэтому эгоистом не надо быть. Мы живем в обществе. Мы люди. Если мы люди не видим. Видите, раньше люди говорили очень интересные вещи. Много учеников мне задавали вопрос. Доктор, я не хочу никого не видеть. Я хочу просто в лес попасть. Я просто хочу в природе быть. Просто хочу один на один быть. Сам себя, никого люди не люблю, не хочу видеть. А я это никогда не говорю. Меня быть в природе, не быть в природе. Быть с людьми, не быть с людьми. Для меня состояние одинаковое. Это всего лишь фон.
когда фон меняется, ничего не сложно, ничего хорошо, не плохо, в нейтральном положении. Люди привязаны. Люди не хотят видеть. Да сейчас все хотят люди видеть. Видели на телевизоре, показывали. Италию, да, я говорю, если не знаю, показывали. Одна женщина внизу, другой мужчина вверх, друг на друга смотрит. Вот друг друга свидания делают, до того объясняют. Интересно. Или соседи смотрят, а в этом тоже объясняют. О чем объясняют это? Чтобы человек на человека смотрит, тоже энергию получает. Лицо, человеческое лицо передает энергию. И вы человеку ненавидите. Человеку ненавидите. Это неправильно. Я говорю общее, да, правило. Конечно, есть нюансы, исключения, когда я говорю об этом, мы не обсуждаем в данный момент историю. Мы друг друга правильно поняли. У нас любые лекция заключается, говорим о правилах, да, а не исключения. В этом отдельно обсуждается, естественно. Поэтому не падайте духом в сегодняшнее время. Каждый секунд несчастливые часы делайте его счастливые. И смотрите, вы будете чудеса творить. Спасибо вам. Если вопрос есть, напишите там какой-то вопрос на другом языке, который я абсолютно не понимаю. Какой-то то ли на немецком, то ли на каком-то. Не могу отвечать. I can speak in English, so I can answer you in English, if it is possible. Остальных вопросов нет, надеюсь. И завтра тоже буду делать прямой эфир. 5 часов. Чуть попозже вы получите ссылки сегодня или завтра. Я надеюсь, если у нас все технически получится. И сидите до завтра. Какой тема вам интересна, вы расскажите о абсолютной любовь или просто упражнение йога или что-нибудь. Ваше желание связано с моей сферой. Я попытаюсь перестраивать в ближайшее будущее эта тема. И вы меня поддерживаете. Спасибо, что вы есть. И столько любите меня. Я очень данное слово есть, благостное. Понимаете, данное. Когда я вас всех люблю, да, любовь, есть божественная любовь. Божественная любовь. Это поток, когда мы быть добрым для всех, скажем. Естественно, который как вирус. Спасибо, Лакшми. Я в душе вам приветствую. И поэтому выберите тему. Я попытаюсь вам дать немножко тема. Пока я несколько тем сейчас расскажу, и вы напишите. И в ближайшем будущем эта тема я приду в прямом эфире, чтобы вы получили быстро ответ, быстро для себя вывод делали, внесли в своем ежедневной рутине. Много чего есть, которые можем поделиться с вами ежедневно даже. Понятно, ежедневно сколько получится, но я стараюсь прийти в такое время, когда вы дома, и вы максимально можете для себя пользу взять. Поэтому я бы сказал, первый упражнение, на разные упражнения, как йога-терапия, если какое-то у вас заболевание есть, то соответствующие, да, тоже можем эту тематику трогать. Это огромная тематика йога-терапия. Если другой идет речь,
иммунитет подниматься. Сейчас актуальный вопрос, да? Да какие вещи могут иммунитет подниматься? Целостность картина, полный комплекс, расскажу. Да, если одном занятии, одном лекцию мы не успеем, следующее занятие делаем. Какие травки пить, какие упражнения делать, как медитировать, что делать, что не делать. Все вещи можем обсуждать про иммунитет. Поэтому такая тема. Любой болезни, любой ситуации в жизни, у кого-то есть семейный вопрос, у кого-то профессиональная проблема, тоже можем обсуждать с точки зрения энергологии. Также тема разная может быть, которую вы можете написать. Я попытаюсь перестраиваться под вас. Будет хорошо. Спасибо. И жду вас комментарию, чтобы в следующей лекции, что мы можем делать. Медитацию мы еще не закончили, только один вид медитации мы делали, это трака. Поэтому не забывайте, что медитация это продолжается, это не закончили. Не сегодня. Значит, спасибо, Ирина, что вы говорите, что есть чем думать. Спасибо. Значит, о чем хотела сказать вам. Медитация не закончили, медитация только у вас начинается. Вы занимаетесь ежедневной медитацией. У себя и напишите на комментарию. Я обязательно посмотрю, я обязательно отвечу вас. И мы придем в следующий раз, еще раз поставим занятие медитации. И вы будете еще больше подготовлены. Медитация не только на свете, разные виды медитации есть. Каждая медитация свою пользу приносит. В своем состоянии попадаете. Как каждая еда свой вкус дает, да? И вы насыщенные остаетесь, удовлетворенные остаетесь, счастливые остаетесь. Также разные виды медитации разные энергии дают. Понимаете? В плане такой окраска энергии, да? Поэтому не думайте, о, медитацию сегодня мы закончили, больше ничего нету, это искусно или приятно, да? Кому какой вывод будет, нет. Нет. Медитация – это из жизни. У нас весь жизнь есть медитация. Меня иногда люди задают вопрос: доктор, а вы медитируете? А я-то медитирую, говорит. Я один из простой секрет, можно сказать, да? Хочу сказать, поделиться. Что люди говорят, а как вы медитируете? Как вы медитируете? Люди попытаются много секрет от техника, техническом уровне разбираться. На самом деле медитация есть такой методика, да, я это техника не скажу, методика есть. Его ритуал называется, на самом деле, это не техника. Техника это видите, более грубое слово. Техническое слово. Как железобетонное слово. Это техника. А методика ритуал. Есть ритуал. Как это делать медитация? Последовательность энергетически, тонкая энергетически. Об этом идет речь. То вот это тонкий энергетический ритуал, который разный есть. Когда вы занимаетесь, да, сидит, будете одно и то же пользовать, но внутренне меняется состояние. И вы получаете эйфорическое состояние. У нас внутренний гормон открывается, опитный гормон. Понимаете? Мы не в состоянии гад-гад, 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 гад-гад. Такое состояние на санскрите гад-гада. Вы находите потоки, вам больше ничего не надо. А этот поток можете создавать в жизни. Даже открытыми глазами вы можете медитировать современными. Самый интересный момент. Ваша каждая работа медитативная становится. Каждая работа медитативная становится. Потому что вы сверху видите эту работу. Не только так. Видите, что происходит в этой работе. Как маленькому ребенку вы видите, как играет, что просит, что делает.
как и спасать этого ребенка. И любовь к ребенку появится. Такое же дело медитация. Когда достигаете медитация высшей степени, вы попытаетесь спасать этот мир, где Бог дал на земле жизни, человечество, его страдания, его проблемы. Это надо решить. Нежно, гармонично, системно. И для этого мы родились. Это настоящая медитация. Это настоящая медитация. В этом пути я нахожусь. Соответственно, который я путь начал сознательно. И до сих пор продолжаю, и каждый день, мне кажется, я только начал этот путь. Много чего есть, я должен делать для человечества. Я не делаю для кого-то лично, какой-то одному человеку. Я делаю общую программу. И ваша задача это есть. Как сейчас мир бороться за общий мир. Когда у каждого в каждой стране не будет этой инфекции, тогда мы все будем счастливы. А это я давно понял, я давно действую. Поэтому, как пионер йоги, я всегда, когда в России приехал или не приехал, в других стран был, тоже действовал. И вместе с вами эта задача заключается делать. Спасибо, Татьяна. Написали комментарий. Зарядилась доброй энергией. Благодарю. Благодарю. Да какое время мы живем, да? Такой вопрос есть. Значит, да какое время мы живем, несмотря какой расчеты сказать, если по древнейшие расчеты сказать, чем-то не как йогические расчеты сказать, это называется Кали-юга. Кали. Видите, Кали это черный. Кали это черный, юг это эпохи. Юг это эпохи. Кали это черный, юг это эпохи. 4 эпохи, которые мировые или кала чакра, колесо времени дал, да, когда это мир, это вселенная появилась. Я кратко расскажу, конечно, недолго буду. Будет очень интересно, поэтому немножко терпения имейте, слушайте. Сатьюг, сатья истины, сатья истины. Юг это век, эпохи, большое, да, время. Сатья это то время, которое вы сказали, сейчас я комментирую чуть-чуть. Значит, Сатьюг, когда люди жили на одном программе, друг друга на глаза смотрели, без обмана, без ничего, жили. Это Сатьюг. Сатьюг. Настоящий муж и жена, когда друг друга смотрят, или ведические жена говорят, да? Жена смотрит на муж, если гость пришел, чем угощать, что делать, как, кому какое внимание дать или не дать. Все, муж на глаза смотрит, сразу жена понимает, как угостить, на каком уровне, как быть, да, и какой должна быть дистанция соблюдена с гостями или не соблюдена, скажем, смотря кто. Да. Это называется истинный подход к энергии. Единая программа есть. Там нету никакой проблемы. Глазами видите друг друга, и сразу всю программу понятна. Выяснение, пояснение.
выяснение, пояснение там есть, где не совпадают программы. Энергии разные. Спор, ложь, обман, где происходит. Где программы разные. Где программы разные. В истинном эпохе это не было. Поэтому это истинная эпоха называлась Сатьюга. Сатьюга. Потом появилась Трета-юг, когда в Индии, крайней мере, да, где йога основан, Рамам был, а на Сатьюге был по йогическому, да, данные, скажем, да, кто как понимает, Шива был, Брахма был, Вишну был, да, такие. А Трета-юг был Рам. Видите, Манипур чакра отвечает за Рам, который сжигает все величия. Все ошибки, что такое величие? Это всего лишь ошибки. Ошибки бывают допустимые и недопустимые. Понимаете, если мелкие ошибки допустимые, сильно вред не приносит, поэтому. А бывает, которые недопустимые, которые могут большой вред принести, цепочки вред могут принести. Это большие ошибки. То вот, в Трета-юг начали болезни, что вы знали. В Сатьюге даже болезни не было. Представьте. Какой чистый век. Истинный. А почему появилась болезнь? Потому что мы начали нарушить правила жизни. Правила жизни начали нарушить. Когда мы начинаем правила нарушить, то что произойдет? Допустим, сегодня я не проснулся рано. Сегодня я 1 минуту опаздывал. Допустим, сегодня я нос не промывал. Допустим, я сегодня язык не чистил. А что? Завтра делаем. А что? Послезавтра делаем. И игнорирование. Накапливается грязь, вирус, бактерия, и вы можете болеть. Также внутренний ум. У вас внутреннего очищения нет. Грехи есть для кого-то. В душе. Вы это выливаться будете. За счет этого что произойдет? Вы будете болеть в первую очередь, а будут болеть вокруг вас. Это энергетическое поле. И что вы посадите, то и будут расти, да? Какое понятие есть по-русски, да? Может, немножко ошибочно скажу, грамматически. Вы меня поняли. Такое же дело. Прежде всего, кого-то, если вы ругаете, то сначала вы себя ругаете. Всегда поймите, потому что в вашем мысли это вещи произошло. Это атмосфера создалась. Понимаете? Без этого не может это слово появиться. Если вы говорите о доброте, о любви, о нежности, о верности, о честности, о уважении, о любви, что все позитивные слова перечисляете. То ваш внутренний мир начинается создаться. Тогда негативные thoughts, негативные вещи думаете, это разрушается. Индекс позитивность падает, а негативность увеличивается. И вы раздраженны, вы неудовлетворенны, вы хотите кого-то побить, вы хотите зла своего выходить. Даже в йоге говорят, голос не повысит. Насколько сложно голос не повысить. Они повысить, это не значит, не должно повысить, это просто не должно быть. Я бы так и сказал. Такую атмосферу внутреннюю надо создать. Конечно, вокруг нас будет создать.
Это очень великие энергология. Об этом мы поговорим, естественно, еще дальше, в следующий раз тоже. Очень интересно. Представьте, это просто пока я говорю трета юг, я не забыл. Я математик. И вы тоже. Поэтому болезнь появилась. За наши ошибки ежедневные. Вы представьте, вы держите состояние, мы обсудим о ежедневной рутине и какие пользы вы принесли для себя. В течение дня, в течение недели, в течение месяца, в течение года мы с вами вместе будем. И в этом же экране мы обсудим, какие пользы принесли. Как вы подняли свое здоровье, как вы подняли настроение, как вы подняли свои отношения. Я хочу, чтобы вы поднялись из Кали-юга, который мы еще не дошли, да, пока вот это вопрос, об этом говорим, до Сати-юга. Наш внутренний мир истинной эпохи делать надо. Наше тело сатвичное дело, благостное. Наша жизнь благостная надо делать. Это Сатью. Трета-юг. Про Трета-юг сказал. Теперь я тебе Двапар. В Двапар-юге по йоге, да, скажем, ну, Кришна был, допустим, да, личность, да, Бог, кто как скажет, неважно. Я в данный момент нейтрально все говорю, что мы друг друга поняли. Для меня задаться энергетический подход. То, допустим, в Трета-юг закончили, Двапар появилась, там еще нечестность, ложь Махабхарате показывает, да? Обман между своей семьей, да, родственниками и так далее, и так далее. Увеличилось. Зато Кришна попытался давать послание или формула, что как быть счастливым. Теперь придем на 4-й этап, о чем вопрос есть, в каком времени мы живем. Вот эпохи Кали-юга, железный юг. Вот железо, телевизор железо, веб-камера железо, компьютер железо, вокруг меня столько железа. Я йога начал мой 5-летний возраст. У меня была мундан самскар, когда у йога волос чистит первый раз. Потом на 6-й год в моем возрасте делали браман самскар. Я браман по энергетическому стал. Да? И начал свой путь йогический, очищенный путь. Называется это полностью чистый йог. Да? Был гуру. Есть гуру, естественно, дал санкалпа, браман самскар, что это путь продвигать благостной жизни для себя и для других, процветания, мир принести, да, и так далее. Почему я это говорю? Я без интернета, без ничего всегда работал. Для меня никакой слава и признание не важно было. Я йога обучаю абсолютно с душой. Да, я врач, травматолог, ортопед, аюрведа, занимаюсь, зато, да, я зарабатываю как врач для жизни, да, занимаю как предприниматель, тоже есть возможности, опыт определенный появился, скажем, зато йога я всегда занимаю в душе, его развитие. Для каждого человека нужна. Весь мир должен быть в этом потоке. Вот Кали-юга можем конвертировать Кали-югу, если не счастливые часы, не счастливое время, на счастливые часы, на счастливое время, на счастливые эпохи, на истинный век. Я родился как
по гороскопу как учитель, да, гуру и калпа-врикша йога. Калпа-врикша йога называется в астрологию, ведическую астрологию, калпа слово мечта или воплощение, да, по другому слову. Врикша это дерево мечты, да, то, что ты мечтаешь перед деревом и воплощается твои все вещи в жизни. В этом йоге я родился. И я всегда, в душе один вещь всегда была, почему я родился. А не дело какой-то обучать даже людей, нету такой желания. Поэтому, чем-то я могу сказать с вами, не то, что я хочу моя школа создать, или вы были вокруг меня, такого тоже желания нет. Я много лет с детства йога занимаюсь, да, даже не скажу практикую, не практикую, это мой образ мышления. Если ты настоящий йог, тебе даже не нужно кому-то показывать, ты упражнения занимаешься, или обряд делаешь, или физически занимаешься, не занимаешься, это все процесс, да, скажем. Заниматься надо, или все надо делать, да, это просто говорить, да, так надо. Кто-то могут теряться, не могут делать, не понимает суть, им очень сложно все будет, скажем. Вот так. То это время, кто я, почему я родился на земле, какое мое предназначение. Я тоже один день родился, а то один день умру. Все отношения остаются на земле. Кто-нибудь ходил на кладбище и ушел вместе? Никто. Понимаете? Я не к этому, что вы ходили и ушел тоже хорошо или плохо, не к этому обсуждению о любви говорю, да. Я говорю, каждый человек на этом земле пришел, отработает свою карму. Если позитивный карма можем работать, больше можем работать, да. Не то, что очень такой, скажем, некатично, хочу больше работать, да. Просто максимальная отдача. Понятие гармоничное, максимальная отдача от себя, коэффициент полезного действия. Представьте. И дайте толчок в этом мире такой, который миллиард лет человечество сказал, вот это энергетический подход всем подходит. И мне нравится. Представьте. Вот это наша цель должна быть. Что мы должны дать толчок человечества на хорошем путь, на светлый путь. Это наш цель должно быть. Не больше того. Вот это Кали-юг, железный век. Видите, это железо вокруг меня сколько держит меня. Даже всегда попытался уходить. Много лет я мобильный телефон даже не купил. Хотя бы я зарабатывал нормально. Зато я смотрел маленькие дети, примерно 2003-2004 год. Уже за 10 тысяч рублей в то время мобильный телефон купили, ходил. Ставить. Как говорится, вокруг, когда идет все эти железные вещи, да, или любое загрязнение, или что скажем, неважно. Сейчас никому личное общение не нужно. Каждый через железо общается. Неприятно. Пойдите на автобус, пойдите на самолет, пойдите на куда-нибудь. Все свое. В одном доме гости пришли, опять гости на чем-то общаются, с кем-то общаются. Скажем. Вот общение надевается. Мы на каком веке живем? Да. Поэтому у меня первое занятие вчера было практически в плане по йоге. Сегодня это второе занятие через сети, такой плане на YouTube, естественно, так онлайн занятие йога. Тоже почти месяц назад я начал вести, хотя бы это путь давно знал. Технически мы не разбирались. И пошло, скажем. Поэтому это мою историю жизненную, наверное, вам тоже полезно будет. Надеюсь, мы все люди, мы все в самом деле внутренне чистые, мы все внутренне хотим жить правильно. Поэтому, когда речь идет о истине, это душа тронут каждого нас.
Каждый человек хочет истинную любовь, истинный путь, истинный свет, чтобы не было какое-то подтемнение, да, и жить правильно и прекрасно, божественно, я бы сказал. Поэтому вот ваш вопрос, который есть, мы в каком время живем, это время мы создали, мы окрасили это время, плохое время делали, Кали-юга. Дело не железо. Если это же железо вы правильно пользуетесь, этот же инструмент может быть для вас полезным. Как нож. Нож, если одни хирурга на руки попадают, он дает жизнь, если правильно пользуетесь, естественно. Я не говорю о исключительных вещах. А если в вор попадают или бандиту попадают, то шею режет. Представьте. Тот же железом можно пользоваться для благости и вред. Или тьма. Свет или тьма. Да? Кого-то убили, тьма. Если дали жизнь, то свет. То вот такое дело. Мы как пользуем любой возможностью в жизни, любой секунд, любое время позитивно. Это позитивная программа у нас должна быть. Они корыстные. Позитивные и корыстные два разные вещи. Пользоваться позитивные, я сказал, не корыстные. Это совершенно два разные вещи. Позитивно, столько видящие должны быть, пользоваться позитивно, как я сказал. Да? Про ребенку. Также весь наш мир, наша жизнь, наше человечество, как ребенок. Жизнь у всех есть. Это как целостность организма. Если где-то в одном стране кто-то заболел, как инфекция сейчас есть, и заразили везде. Если в одном стране неприятные, в другом стране могут это неприятности. Потому что это организм. Это семья. Весь мир – это один семья. Но везде должно быть какой-то закономерность, энергетический подход, естественно. Какое-то личное пространство, это бессомненно. Поэтому соблюдение правила нищта слова в себя быть. Не в депрессивном плане в себя быть, а видящим быть. И видеть это вещи, и делать это вещи для общества, страна и мир. Спасать, когда мы мир можем, то спасать себя тоже будете. Но это не столько важно. Это ваше существование автоматически, как подарок получится. Понимаете? Когда вы позитивный разговор ведете все время, представьте, у вас 24 часа позитивно прошло. Это уже большой подарок. Поэтому наш цел должно быть как позитивно проводить время. Негативные люди уберите. Уберите не в плохом смысле, я бы сказал. В плане зарядите позитивные энергии. Как говорится, мы не то, что люди не любить должны, а мы то, что у них внутренний сатана, который есть, его уничтожать, ту программу надо запустить. Да? Значит, люди, у них, которые есть программа, уничтожение программы, негативный демон, сатана. То сатана уничтожать надо, то тот человек останется божественным, и человеком останется. Божественный будет это выше, чем человеком будет, в самом деле. Божественный, представьте, да, обычно я говорю божественным быть. Божественном быть. Божественном быть. Или мы божественно общались с друзьями, да? Гости приходили, да? Не ходили в гости. Это божественное – это гармоничное состояние. Гармоничное состояние. Поэтому мы всегда живем, если умеем, как говорится, еще хочу подчеркнуть немножко, если вы в любое место, вот вы сидите, это место вы святое делаете. Почему? Что-нибудь вы тронете,
то место света и остается. Как вы серебра положите на вода, то вода очищенная остается. Видите, да? Серебро какой сила имеет. Золото такой сила имеет. Золото очищает, очищенное свойство имеет. Поэтому золото все духовные учители пользуются. И золото пожертвование пользуется, что вы знаете. Почему золото дан, да, пожертвуется золото. Знаете, интересные вещи, когда думаешь об этом, интересно происходит. Почему так? Да? Иногда мы ругаем кого-то, почему они такие, есть всякие, да, что золото пользуется. Не дело богатства очищает. Да, не должно быть чрезмерно. Ничего, я не говорю об этом, да. Я лично, я человек, своя у меня философия есть. Я не привлекаюсь к золоту, серебру, да, и так далее. Все-таки просто тематика зашла, поэтому я говорю. К чему я так хотел сказать? Вот очищение – важнейшая вещь. Как очищается вода через серебро. И представьте, Будда там, да, Будда Гая из Индии, там пошел, медитировал. А что произошло? Будда нету, физическое тело ушел. Зато тут дерево до сих пор люди идут, кругом много иностранцев, да, медитируют, поклоняют. Представьте, энергию получают. Умоленное место считается. Даже там аэропорт международный открылся. Представьте. Вот толчок тысячелетий дал. Будда, да? А что? У вас энергии нет. Пробуждайте свою энергию. Делайте святое место. Делайте святой толчок, дайте человечеству. Это все возможно. Мы зря свое время тратим. Поэтому, если вы йога, я просто, это к чему это все пример очищения вода, и это было, да? Где вы сидите, грязное место даже чистое делаете, поэтому йогу иногда коврик не нужно слово начала. Где вы сидели, где нога положили, то место святое останется. И что тронули, то и святое останется. Потому что у вас энергия есть, заряд. Как зарядка, электричество есть энергии, зарядит батареи. Мощность того. Такой же у вас мощность. Почему? Вот 7 чакр есть. Вот Шактипат. Дорога энергии. Шактипат. 7 чакры, 7 аккумуляторов. У каждого аккумулятора есть своя энергия. А вот это датчики. Через датчик ваша прикосновение передается импульс. И вы зарядите энергетику. Поэтому место святое останется. Любой вещи троганной святое останется. Поэтому сейчас плохое время я лично не вижу. Это говорю или обычный человеческом языке говорю. Понимаете? Например, мы создали этот хаос. Через наше коллективное сознание создал этот хаос. Да? Плюс его пользовать тоже не умеем. Как говорится, хороший мастер на любой вещи смотрит, как ее создать по-другому и воспользовать, да? Другого уровня. Об этом один анекдот говорит. Интересно. Не анекдот, простите, это как будет. То, что случилось, да? Значит, когда я аюрведа учился, да? Значит, аюрведа как объясняет? Вот занятие аюрведа, когда был в древнейшее время, даже представите всегда, и мы учились аюрведа, то там еще идет всякие ботанические образования тоже дают.
да, биологические образования, ботанические, то какое дерево, какую пользу, какой плод, да, все. И у нас практика есть, мы ходим с преподавателем, с гуру свое, в лес, и показывать вот это дерево, такой рост, такой вес, такой плод, да, как говорит амла, все то, что вы знаете, да, все эти вещи мы учились, показывали, нам рассказывали, вот такой. Сначала обучают, а когда экзамен, то спрашивает, то и говорят, то принеси, покажи. Такой же об этом идет один сказки. В древнейшее время вот учитель по аюрведе, раньше учитель по аюрведе тоже был йог, не отдельно учитель по аюрведе был. Поэтому ведь я аюрведа учился, йога учился, все учился и так далее в этом сфере. Значит, йог что говорит? Вот примерно 40 студентов есть, очередь для давать практические занятия. Первый приходит, говорит, да, скажи шиши это ученик. И что вы принесли, в самом деле у нас обращение на вы, не на ты делается, да, когда друг друга общаются. Говорит, и что вы принесли, какие аюрведические вот эти полезные травки, да, планты и так далее. Ну, это вот. Раз, два, три, это ашванда, это амла, да, это всякие, да, аритки, бигутки, показывает, вы столько полезное, столько афродитические, столько снотворное, или что-то и так далее, и так далее. Учите, вы молодец. Ну, теперь тройки или четверки, да, какой-то хорошая оценка, допустим, да, далее, позитивная оценка, ушли. Таким образом, другой пришли, тоже объясняли, весь мешок принес. Это травки очень полезные, очень полезные, молодец. Это тебе тоже четверки плюс. Другой пришел, тоже. Таким образом, самый последний, который ученик пришел, он без мешок, без сумка, нету ни одной трава на руке. И гуру, учитель, говорит, что у вас случилось, не вижу ни одной аюрведической травки, ни одну плант не вижу на руке. Что случилось у вас? Говорит, гуру, пранам. Я был в лес. Я любой трава смотрю, любой листья смотрю, любой корни смотрю. Везде я вижу пользу. Это корни могу пользоваться при такие болезни, профилактика и лечение. Это лист могу пользоваться при такие болезни, такие лечения или профилактика. Это кора дерева могу пользоваться при такие болезни, при такие рецепты. Я не видел не имеющий пользу дерева и плод, то как я весь лес могу принести к вам? Гуру обрадовался. Вот настоящий шишья. У кого есть видение, ему не нужно мешок притаскивать. Так он обрадовался. Вид. Когда вы видите останетесь, все лес у вас внутри есть. Все мешок у вас внутренний есть. Не нужно физический мешок таскать, обрадовать учителя. Гуру свой. Это путь к счастью, путь к свету он дал. Да? Поэтому, естественно, он получил блестящую оценку. Экзамен – это всего лишь формальность. Но содержанность у нас внутренняя, это всю жизнь пригодится, я бы сказал. Поэтому вот такой вещи есть, я бы сказал. Вот мы поэтому любую вещь чистым отношением делаем. У нас все получится божественное. Семейные отношения ваши будут божественные. Ваше проявление на вашем профессия будет божественной. Ваш бизнес,
вашему посетителю, если вы относитесь как к Богу, ваш бизнес останется божественный, понимаете, да? Потому что вы принесете пользу для посетителей. Поэтому везде вы начинаете видеть божественное состояние. А если у вас везде есть божественное состояние, то как мы будем в плохое время жить? Скажите. Это не может быть плохое время. Мы окрасим время плохое. Поэтому, Светлана, вот то, что смог я поделиться своим пониманием к вашему вопросу насчет времени, да, я бы сказал, это неплохое время, если мы правильно перестраиваем энергетически, это будет настоящий истинный век. Истины всегда приветствовали, где есть Бог, где есть высшая сила. И мы, пока живой на Земле, человеческой жизни, и даже все существования, 84 тысячи существования, все эти насекомые, да, все от божественной силы, то всегда будет истинный век. А вот это 4 цикла эпохи, это как часы, понимаете, да, которые объясняют Карл Чаплин. Программа уничтожения, скажем. Вот в таком плане. Спасибо еще раз, Светлана. И всем, конечно, я всем благодарю, да, если слушаете, смотрите столько времени. Я очень благодарен вам всем с душой, что так внимательно слушаете в таком плане. Вот такое есть. Значит, сегодня еще раз я вам говорю, некоторые темы говорил, если вам желание будет, напишите. Я очень благодарен буду вас, что я получу от вас направление. Конечно, у меня в душе есть какие темы, я могу внести перед вас, и мы обсудим. Очень-очень будет приятно, очень-очень будет полезно, естественно. Да? Такие божественные вещи, которые есть, я не дело религия, говорю, да, понимаете, не божественное плане состояние, когда мы обсудим эти вещи с вами. Вот у меня нет слов говорить даже, как это приятно, как это гармонично состояние меня дает и вам дает, да, Поэтому благодарю всем, спасибо, что были со мной столько времени и поддерживали меня. Завтра 5 часов, если не будет никакой просмотра, то, конечно, мы с вами увидимся. И любой вопрос возникнет у вас, напишите меня, я стараюсь отвечать, если получится у меня, да, стараюсь отвечать. Я, понимаете, не стараюсь обещать никому ничего. Из жизни, как говорится, не обещай, но делай больше, чем ты можешь. Да? Обещание, кто-то обещает, но не выполняет. Это самый, знаете, один из, не знаю слова по-русски, да? Поэтому один самый неприятный вещь. Когда ты обещаешь, уже ожидание появится. Когда ожидание есть, и вот ты ожидание не оправдываешь человеку, то что происходит? Разочарование происходит. А когда разочарование есть, сами знаете, испортится отношения. Да? Отношения, что такое отношения? Вот энергия. Видите? А вот негатив. Отношения испортит. Разрушение происходит. Поэтому я не обещаю, но я стараюсь, слово говорю часто, да? Стараюсь делать по моей возможности, физически, по времени. Поэтому делаем это все с вами вместе. Я очень благодарен еще раз, столько вы все смотрите, слушаете внимательно. Но если вы столько внимательно слышали, то у вас есть божественная сила, которую вы открыли и держали это время. Спасибо, благодарю. Сегодня я заканчиваю. Спасибо.
Завершаю с позволением вас. Благодарю.